Привет. Тоже отлично. Как собаку зовут? А покажи нам, Саш, что там это? Name? Как? Да, name. Felix. Феликс? Да. Сейчас я тебе попробую. А как это? Привет передать. А вот это Феликс. Это, кстати, Феликс. какая порода? У нее есть Иди сюда. Феликс? Эй, Ух ты. Феликс, Аркадаш, Да, Феликс. Аркадаш Феликс. Да. Окей, пока. Насалсинус? Феликс. Felix. Окей, пока. Пока, пока. Привет, друзья и гости международного канала «Алга Петербург». Пламенный привет из Турции. Тебе, Вань, в студию Санкт-Петербурга. Салем, Достар, Мераба, Аркадаш, hello, my friends. Здравствуйте, друзья. Здравствуй, Саша. Смотрю, у тебя там такое классное синее-синее море. И вот жду, когда же, наконец, оттуда выйдет 33 богатыря и Слушай, Семидельский ты Черномор. правильно заметил, я с каждым днем все ближе и ближе подбираюсь к морю. Несмотря на то, что я здесь нахожусь уже больше месяца, купался я всего лишь 2 раза. Много насыщенных дней событий постоянно, в путешествиях, в поездках. А второй момент, что несмотря на то, что на улице достаточно тепло, вот такой мощной, прям изнуряющей жары еще не было. Вот было буквально 2 дня, и вот эти 2 дня я отправился вообще в горы, и об этом сейчас готовлю целую передачу, о которой можно будет узнать на новом нашем канале «Эхо жизни». А как у тебя дела? Все отлично. Сегодня вот третий день идет дождь. Погода стремится. Зря смеешься, потому что погода в Питере сегодня, вот на этой неделе, прям по-настоящему питерская температура стремится к 5 уже градусам Цельсия. Так что я вот уже подумал о том, чтобы... Слушай, у нас температура 25, и она каждый день стремится к 30. И я надеюсь, что совсем скоро это произойдет. И я вот последнюю неделю уже буду проводить только на море, потому что тот, кто еще не в курсе, хочу передать большой привет Диарс из Стамбула, потому что 19 мая я весь день пробуду в этом замечательном городе, а уже 20 мая я доберусь и до Москвы. Поэтому если нас смотрят Диарс, которые хотели бы со мной встретиться, помочь мне провести, может быть, экскурсию и просто пообщаться, то пишите свои комментарии под этим видео. Я с вами свяжусь, и мы обо всем договоримся. Или присылайте нам сообщение в наш Инстаграм, у нас же есть Инстаграм, или на наш WhatsApp номер у нас, потому что есть еще WhatsApp номер. Кстати, Саш, на наш WhatsApp номер приходит очень много интересных сообщений, и я заметил, что еще и много комментариев появилось о таком казахстанском вокалисте, восходящая звезда Мади Сыздыков. Вот, например, Сансызбай Калиев пишет: «Здравствуйте, Иван и Александр. Очень жду от вас реакции на восходящую звезду Казахстана Мади Сыздыкова, чья музыка также близко к американской». И ты знаешь что, я вот открыл для себя Мади, творчество его, и мне кажется, что действительно это в будущем восходящая вот такая звезда, и, наверное, это один из тех, кто следующий может зайти на международную арену, вот как представитель Казахстана. Я, Саш, тебе очень рекомендую посмотреть, и уважаемый Сансызбай, мы, наверное, сейчас продолжим тоже следить и за творчеством Мади, потому что очень интересный вокалист, классный он поет. Даже у меня есть такое вот предположение, что сейчас идет шоу «Маска» в Казахстане, и там Лев спел песню «Грешная страсть». Что-то мне подсказывает, что вдруг это Мади. Слушай, ты прям меня заинтриговал, я обязательно послушаю этого исполнителя. Ты знаешь, для меня уже, по-моему, не становится удивлением, потому что практически, если не каждую неделю, то каждый месяц появляются какие-то сообщения о новых восходящих звездах из Казахстана. И действительно, очень много талантливых людей из этой страны появляется на горизонте. За этим очень приятно и интересно наблюдать, потому что люди очень прогрессивные, очень талантливые, и я даже не знаю, Ваня, успеем ли мы с тобой обозревать всех абсолютно. Но это очень интересно. Будем следить, да. И вот Сансызбай спрашивает, что интересно было бы увидеть реакцию JK на Мади, вот, потому что JK эксперт в области американской популярной музыки, а у Мади такой как раз стиль американский. И он даже спел кавер на песню Way Down We Go, вроде так, если правильно я помню, как называется. И вот я думаю, что надо JK будет тоже показать, потому что мы с ним недавно созвонились и записали реакцию на песню «Be With Me». Мне очень интересно ее увидеть. Которая, да, скоро выйдет на канале «Эхо Питера». Кстати, вот мы как раз плавно подошли к нашей главной новости, то, что клип «Be With Me» бьет рекорды.
Сейчас, Да. сейчас он, мне кажется, что а, самый трендовый из тех клипов, которые выходили за последний месяц у Димаша на канале, из тех видео. И я думаю, что это очень хорошее начало, потому что там в конце было написано клипа To Be Continued. Это значит, что будет какое-то продолжение. И вот следующее продолжение должно будет, я думаю, что по-настоящему зажечь и взорвать интернет. Ну, во-первых, и я тоже активно слежу и наблюдаю, и, насколько я правильно понял, всего лишь за 5 дней клип набрал 1 000 000 просмотров. И это очень шикарный результат. И ты правильно сказал, что вот этот момент с продолжением, во-первых, очень сильно заинтриговал всех Дерс, а во-вторых, я, кстати, такого не видел еще ни у одного артиста. Потому что обычно клип, он заканчивается, и на этом все. А Димаш решил попробовать сделать из этого такой мини-сериал. И, возможно, мы даже увидим продолжение не во второй, а даже еще в третьей и в четвертой серии. Поэтому тут стоит только вновь поаплодировать Димашу за его креатив, за креатив его команды, потому что и сам клип очень получился яркий, интересный, насыщенный, и сама песня сейчас, как ты правильно сказал, в трендах находится YouTube. И я почитал на Димаш Ньюс интересную информацию о том, что режиссер Радислав Лукин немножечко приоткрыл завесу тайны о том, как создавался этот клип. Оказывается, идея клипа уже зародилась на моменте создания как раз промо-роликов для концерта «Арнау». Тогда Мгм. уже у режиссера зародилась эта мысль снять нечто подобное, некий экшен, потому что Димаш любит экстрим. Димаш, как сказал сам режиссер, обладает очень интересной актерской харизмой, он очень круто умеет перевоплощаться в различные образы. И самое главное, он сказал, что достаточно было 3 дублей для того, чтобы Димаш выполнял полностью задачи режиссера. Поэтому работать с ним было одно удовольствие, а над проектом трудилось минимум 70 человек. Вот такую информацию мне удалось узнать. Саша, это мощная команда, кстати, 70 человек. Мы с Джейки, когда обсуждали клип, пришли к выводу, что есть такая вероятность, что было уже снято 2 клипа на песню «Be With Me», и продолжение следует. Это просто вторая версия клипа «Be With Me», Мгм. но там, где вот Димаш был в роли bad guy, в роли плохого парня, в следующей серии он будет все то же самое, только он в роли хорошего парня. Это очень интересно. Это То тогда есть, опять то все есть он там, поставит да, с ног на да, он голову. там драться не будет, не будет хулиганить. Ну, в любом случае мы поздравляем эту работу, потому что я почитал комментарии, очень много восторженных комментариев под этой работой. Все люди восхищаются и актерской игрой, и экшеном, и суперударами, которые демонстрировал Димаш, и, конечно, тем, что нас всех ждет продолжение. Я думаю, именно поэтому чешское телевидение, музыкальное чешское телевидение взяло этот клип в ротацию, и, судя по всему, и там Димаш побеждает и завоевывает первые места, чему я несказанно рад. И хотелось бы все-таки, чтобы и MTV не отставала от чешского телевидения, и поскорее уже эту работу тоже взяло в оборот и в ночь с пятницы на субботу показала эту работу уже американской публике, широкой американской публике. Да, кстати, голосования на этой неделе не будет, Саша, я тебя хочу порадовать. На этой неделе Вот как. нету голосования, да, и, Можно кстати, выспаться. да, это отличный шанс для того, чтобы отдохнуть и как-то расслабиться, провести время с семьей и, возможно, посмотреть передачу, которая выйдет это воскресенье на канале «Алга Петербург». Это будет вторая часть интервью с Франциско Замора. Я думаю, что многие посмотрели первую часть, там уже сейчас почти 70 тысяч просмотров. Вот вторая часть, она практически готова, и в это воскресенье, я думаю, что мы ее презентуем. Ваня, я когда смотрел эту работу, я очень начал гордиться вообще каналом «Алга Петербург», насколько уважаемые люди заходят на этот канал, насколько профессионально вел себя мистер Замора, насколько интересно он общался вот со всеми нами, с публикой, что я с нетерпением жду вторую часть. Когда, ты говоришь, она появится? Она появится в это воскресенье по плану. Вот. Если все будет хорошо, то в это воскресенье уже можно будет ее посмотреть. И, Саша, кстати, там ты сможешь как раз узнать, откуда у мистера Замора э, такой импозантный вид и такая харизма. Дело в том, что он 30 лет работает, вот у него 30-летний опыт работы на телевидении с различными артистами, как певец, он, кстати, вокалист.
Поэтому, ну, друзья, все самое интересное о мистере Заморе вы узнаете уже в это воскресенье. Не буду делать спойлер. Вань, ну ты когда с ним общался, ты хоть выудил пару секретиков, чтобы мы тоже хоть как-то стали походить на Замору, хоть чуть-чуть? Я договорился, что если мистер Замора приедет в Петербург, то для нас он сможет оказать нам честь и стать нашим гостем в Петербурге. Это прекрасная идея. Я надеюсь, что когда-нибудь мистер Замора действительно соберется и приедет в Россию. А у меня тогда есть тоже интересная новость. Я тут встретился с одной девушкой в Турции, которая сейчас уже живет 3 года в Алании. И мы записали с ней небольшую беседу, небольшое интервью, где как раз я задавал прям интересующие вопросы меня, как она вообще решилась на переезд, что этому поспособствовало, что ей нравится в Турции, какие есть минусы. И вот такая интересная беседа у нас состоялась. Я надеюсь, что в эту субботу эта передача выйдет на канале «Алга Петербург», поэтому кому интересна тема жизни на юге, у моря, милости просим. Я думаю, что все вы получите интересную информацию из этого видео. Ну что, Саш, вот такие вот интересные новости, такое классное и многообещающее расписание нас ждет на этих выходных. Поэтому я думаю, что на этом мы можем попрощаться, пожелать всем сегодня спокойной ночи, хорошего вечера и прекрасных выходных. Хош чикалын по-турецки будет «до свидания», поэтому всем большое спасибо за эту беседу. Будем на связи на канале «Эхо жизни», «Эхо Питера» и «Алга Петербург». Алга!